Кантигир – это река в Южной Сибири, протекающая по территории Тывы, Хакасии и Красноярского края, левый приток Енисея. Известен Кантигир благодаря его труднопроходимым бурным порогам, фантастически красивым пейзажам и обилию деликатесной рыбы хариуса. В начале сентября 2021 года мне в составе небольшой группы опытных рыбаков посчастливилось принять участие в незабываемой рыбалке в этом поистине уникальном месте. Свой путь на Кантигир мы начали с столицы Республики Хакасии, города Абакана. За окнами нашего автомобиля сменяли друг друга широкая хакасская степь, серые пятиэтажки Саяногорска, прилепившиеся к склону горы избы поселка Майна. Наконец, во всей красе предстала перед нами величественная Саяно-Шушенская ГЭС и работающий в тот момент береговой водосброс. Мы миновали ГЭС и через несколько километров грунтовой дороги остановились у пристани на берегу Джойского залива Саяно-Шушенского водохранилища. Собственно, пристанью это место по сути не является. К свободному от леса участку берега пришвартовано множество различных малотоннажных судов. Дальше наше путешествие продолжилось на катере на воздушной подушке с пропеллером, или просто подушке. Мы отчалили от берега и через несколько минут оказались на просторах Саяно-Шушенского водохранилища. Через некоторое время мы вошли в устье Кантигира или Кантигирский залив. На поверхности водохранилища в изобилии встречается лес-топляк. По оценкам экспертов, на 2010 год в воде и под водой находилось 800-850 тысяч кубометров леса. Конечно, столь внушительные объемы древесины мешают судоходству, захламляют берега водохранилища, выделяют при гниении загрязняющие вещества. А еще спустя около получаса достигли подпора Кантигирского залива. Здесь подпор – это место встречи бурного Кантигира и спокойных вод Саяно-Шушенского водохранилища. Русло было полностью перекрыто лесом, однако наша аэролодка, в значительной степени благодаря мастерству водителя, без проблем преодолела это препятствие. Как только мы прошли подпор, сразу же стал очевидным суровый характер Кантигира,
типичной горной речки с узким руслом, стремительным течением и большим количеством бурных порогов. Известно, что средний уклон реки по разным данным составляет от 4,5 до 5,5 метров на километр. В связи с этим Кантигир пользуется популярностью у водных туристов. По их классификации река относится к третьей категории сложности. Конечно, в таких условиях катер на воздушной подушке, наверное, самое подходящее средство передвижения. Свое начало Кантигир берет на северных склонах хребта Сайлык-Хем-Тайга. Его длина 209 километров. Считается, что питание реки преимущественно снеговое и дождевое, однако бывалые люди в этом сомневаются. Название реки происходит от хакасского хан-тигир, что означает «верхний мир». Какова изначальная природа такого говорящего названия, остается только предполагать. Однако, на мой взгляд, самая важная характерная особенность Кантигира – это фантастической красоты пейзажи. Первое время от взгляда на его берега буквально захватывает дух. Над рекой поднимаются впечатляющие своей первобытной красотой скалистые обрывы и утесы высотой до 100 метров. Вдоль реки время от времени встречаются живописные, поросшие кудрявым ивняком плесы. В неприступные скалы вцепляются корнями разнообразные хвойные деревья. Все это вкупе создает ощущение невозможной, практически невообразимой первозданной красоты. А глядя на стремительно бегущую навстречу нашему катеру воду, невольно погружаешься в медитативное состояние. Возможно, этими поистине уникальными обстоятельствами и обусловлено столь необычное название реки. Дальше были почти 3 дня азартной рыбалки, уха у костра, упоение необыкновенно чистым таежным воздухом и медитативное созерцание фантастических красот Кантигира. Благо, что нам повезло с погодой, которая в это время в Хакасии бывает изменчивой. Весь следующий день, правда не с самого утра, мы посвятили рыбалке. Погода была прекрасной, и мы на лодке с мотором-водометом уплыли на одно из проверенных ранее мест. Долина Кантигира на всем протяжении стиснута горами до 100-200 метров и расширяется до 1,5 километров только в местах впадения основных притоков. На крутых склонах долины скальные выходы гранитов, глинистых сланцев и песчаников. Многие хребты вдоль реки увенчаны живописными остроконечными вершинами. Кантигир славится хорошей рыбалкой. Его главная рыба – деликатесный хариус. Именно за ним устремляются сюда редкие здесь любители рыбной ловли.
найде. На третий день погода, к сожалению, испортилась, однако мы все же отправились на рыбалку, которая продлилась недолго. На четвертый день нашего путешествия мы неспешно собрались и отправились в обратный путь. Далее все было в обратном порядке. Наша подушка достигла подпорок Антигирского залива, а за ним Саяно-Шушенского водохранилища. Глядя на потрясающие красоты берега рукотворного моря, я благодарил судьбу и старого школьного друга за предоставившуюся мне счастливую возможность приобщиться к этому поистине уникальному уголку первозданной сибирской природы.